5 декабря 1945 года в ясный день звено из 5 торпедоносцев ВМС США Flight 19 вылетело с базы во Флориде для проведения учебного полета. Условия были идеальными: опытный инструктор, отработанный маршрут, проверенная техника. Но спустя несколько часов все пошло не по плану. Пилоты стали передавать по радио странные сообщения. Мы не знаем, где находимся. Все выглядит странно, даже океан. Компас не работает. Связь становилась все менее четкой, пока полностью не оборвалась. Никто из пилотов и 24 членов экипажа не вернулся. Военные немедленно начали поисковую операцию. В течение 5 дней обследовали более 200 тысяч квадратных миль океана, но не обнаружили ни одного обломка. Официальное расследование долго не могло прийти к единому выводу. Первоначально в отчете указали по неизвестным причинам, но спустя годы пересмотрели: ошибка в навигации, отказ оборудования и истощение топлива. Тем не менее, полное отсутствие останков вызвало подозрения и породило мифы. Эта история стала основой легенды о Бермудском треугольнике. Но самое странное произошло чуть позже. Шестой самолет пропал тоже. Когда командование ВМС получило сообщение о нештатной ситуации у звена Flight 19, в небо срочно подняли спасательный самолет PBM Mariner. На его борту находились 13 человек. Цель была проста: установить местонахождение звена и оказать поддержку. Однако спустя 20 минут после взлета и этот самолет пропал с радаров. Связь прервалась без единого предупреждения. Экипаж авианосца Соломонс, находившегося неподалеку, сообщил о вспышке и огромном огненном шаре в небе. Эта деталь сыграла ключевую роль в расследовании. Позже выяснилось, что PBM Mariner имел печальную репутацию. Его бак с топливом считался нестабильным и склонным к взрывам. Официальная версия — взрыв в воздухе. Тем не менее, отсутствие обломков снова стало поводом для подозрений. Люди задавались вопросом, как два инцидента могли произойти почти одновременно и в одной зоне. Этот случай стал вторым ударом за один день и укрепил мистику вокруг региона. И хотя технари винят конструкцию самолета, сторонники аномалии увидели в этом подтверждение теорий. Но такие случаи происходили и раньше. Призрак циклопа. Весной 1917 года в Атлантический океан вышел военный транспорт USS Cyclops, направлявшийся из Бразилии в Балтимор. На борту находились 306 человек и почти 11 тысяч тонн марганцевой руды. Судно несло стратегически важный груз, шло по проверенному маршруту и не сообщало о проблемах. Но после выхода из Барбадоса полная тишина. Сайклопс исчез бесследно. Ни сигнала бедствия, ни свидетельств шторма, ни обнаруженных останков. Это стало самым крупным одиночным исчезновением корабля в истории ВМС США. Следствие рассматривало множество версий: немецкая атака, саботаж, перегрузка, трещины в корпусе, однако ни одна не была подтверждена. Более века спустя USS Cyclops остается настоящей морской загадкой. Интересно, что спустя 20 лет исчезли два его близнеца — Протеус и Нереус, тоже в районе Бермуд. Совпадение или закономерность? Так или иначе, три почти идентичных корабля исчезли на одном маршруте. Статистика начинает складываться в странную картину: танкеры в никуда. В феврале 1960 года танкер СС Marine Sulphur Queen, перевозивший серу, покинул порт в Техасе и направился к восточному побережью. На борту находились 39 членов экипажа. Последняя радиосвязь состоялась 8 февраля. Стандартный сеанс, ничего тревожного. А через сутки судно исчезло. Масштабные поиски результатов не дали. Позже был найден один жилет и спасательный круг. Все. Расследование показало, что корабль был в плохом техническом состоянии: трещины в корпусе, перегрузка, устаревшая конструкция. Комиссия пришла к выводу, что судно, вероятно, разрушилось в шторме. Но никакого шторма в тот день зафиксировано не было. Эта деталь заставила многих усомниться в официальной версии. Marine Sulphur Queen стал одним из последних громких исчезновений в регионе. Его история показывает, как старые суда с опасными грузами могли стать жертвами грубых ошибок, и как на этом фоне вырос миф. Однако впереди были не только корабли, двойной авиапровал. Два пассажирских самолета британской авиакомпании British South American Airways, Star Tiger и Star Ariel, исчезли в районе Бермуд с интервалом в 1 год. Star Tiger пропал в январе 1948, Star Ariel в январе 1949. Обе машины были в порядке, оба рейса шли в штатных условиях, но оба самолета исчезли без сигнала бедствия. В случае Star Tiger самолет отправился с Азорских островов в Бермуду. Последний сеанс связи не содержал тревожных данных. Самолет
просто не прибыл. Ситуация Star Ariel была почти идентичной. Вылет с Бермуд в Ямайку, отличная погода, спокойный полет и внезапное исчезновение. Расследования в обоих случаях не дали конкретных выводов. Ни обломков, ни следов топлива, ни тел. Версии варьировались от отказа двигателей до дезориентации экипажа. Эти инциденты нанесли мощный удар по репутации авиалиний. Но главное, они закрепили образ треугольника как зоны без возврата. И все это еще до того, как появился сам миф. Как именно он родился? Кто придумал треугольник? Сегодня сложно представить, что до середины 20 века сам термин «бермудский треугольник» не существовал. Он появился только в 1964 году, благодаря американскому писателю и журналисту Винсенту Гэддису. В журнале «Аргоси» он опубликовал статью под названием «Смертельный бермудский треугольник», где впервые объединил разрозненные случаи исчезновений в единое мистическое пространство между Флоридой, Бермудой и Пуэрто-Рико. Гэддис утверждал, что на этой территории происходят аномальные явления, нарушающие законы физики. Хотя многие из упомянутых им происшествий были реальными, интерпретации событий оказались приукрашенными. Статья вызвала широкий резонанс, а позднее он выпустил книгу, где добавил больше доказательств таинственности. С этого момента термин «бермудский треугольник» закрепился в массовом сознании. Интересно, что многие описанные им случаи позже были опровергнуты или переоценены. Некоторые происшествия вовсе не происходили в пределах треугольника, но публика поверила. СМИ подхватили тему, и она начала жить своей жизнью. Миф набирал обороты и вскоре обошел мир. Но если треугольник лишь медийная конструкция, то почему исчезновения все же происходили? Аномалии или погода? Океанологи, метеорологи и специалисты по морской навигации давно изучают Атлантику. Их выводы однозначны. Район, условно называемый Бермудским треугольником, не содержит уникальных природных аномалий. Тем не менее, он крайне сложен в плане навигации. Здесь сходятся теплая Гольфстрим и холодные течения из Северной Атлантики. Перепады температуры воды, ветра и влажности создают бурную погодную обстановку. В этом районе регулярно формируются мощные штормы и водяные смерчи. Гольфстрим может резко менять направление, унося обломки кораблей и самолетов за сотни миль. Кроме того, в этой зоне расположено множество мелководий, рифов и подводных возвышенностей. Ошибка в навигации здесь может быть фатальной. Многие исчезновения происходили во времена, когда навигационная техника была несовершенной. Пилоты и капитаны могли легко потерять ориентацию из-за магнитных аномалий, характерных для региона. Но эти отклонения были не мистика, а геофизика. Земная кора в этой части мира нестабильна, что влияет на показания компасов. Таким образом, аномалии — это скорее особенности природы, чем что-то необъяснимое. Но общественность предпочитала другие объяснения. Миф против статистики. По мнению экспертов из Lloyd's of London, одного из крупнейших страховщиков мира, Бермудский треугольник ничем не отличается от других районов Мирового океана по числу инцидентов. Аналогичные данные приводит и береговая охрана США. В своих официальных отчетах они указывают, что число исчезновений в этом регионе соответствует среднему уровню для других морских маршрутов с таким же трафиком. Береговая охрана также подчеркивает, что большинство инцидентов объясняются плохими погодными условиями, человеческими ошибками, механическими поломками и отсутствием надлежащего технического обслуживания. Ни одно расследование не выявило аномальных факторов. Более того, офицеры подчеркивают, что у них нет оснований считать Бермудский треугольник опасной зоной. Тем не менее, статистика часто игнорируется общественным восприятием. Когда десятки случаев объединяются в один миф, правда отступает. Особенно если в это вмешиваются книги, фильмы и репортажи, питающие интерес публики. На каждый трезвый отчет появляется десяток сенсационных историй. Но когда внимательно изучаешь конкретные инциденты, картина проясняется: реальные причины катастроф. Официальные расследования большинства исчезновений в Бермудском треугольнике указывают на комбинацию неблагоприятных факторов. Ошибки пилотов, технические неисправности, перегрузка, непогода — все это не требует паранормальных объяснений. Например, расследование исчезновения Star Tiger выявило, что самолет летел на предельно низкой высоте, и в случае обледенения или отказа двигателя у пилотов не было ни шанса. В случае с Marine Sulphur Queen выяснилось, что судно давно требовало ремонта и было перегружено серой, которая могла воспламениться при контакте с морской влагой. Аналогично, исчезновение Cyclops, вероятно, связано с перегрузкой и трещинами в корпусе. В каждом случае специалисты подчеркивают, если бы техника была в лучшем состоянии, если бы экипажи имели точную информацию о погоде, трагедии можно было бы избежать. Вывод ясен. Главная причина — человеческий фактор. И это подтверждается вновь и вновь. Но в истории Flight 1019 была одна деталь, которая до сих пор вызывает мурашки. Голос пилота перед тишиной записи радиопереговоров звена Flight 19 стали ключевым элементом формирования мифа. Лейтенант Тейлор, командир группы, вел радиосвязь до последнего. Его слова, зафиксированные диспетчерами, звучали тревожно. «Похоже, мы вошли не туда. Все не так. Мы даже не можем определить, где запад».
Дальнейшие сообщения стали все более спутанными. Он сообщил, что оба компаса вышли из строя, а местность под самолетами казалась неузнаваемой. Один из пилотов добавил: «Похоже, мы теряемся». Последний сигнал прозвучал через несколько часов после старта. Эти фразы стали фундаментом теорий о временных аномалиях, гравитационных сбоях и других фантастических явлениях. Но эксперты считают, что Тейлор страдал от пространственной дезориентации, состояние, при котором пилот теряет способность отличить направление полета. Это часто случается при плохой видимости, особенно над океаном. Несмотря на рациональное объяснение, голос человека, исчезающего в неизвестности, остается мощным символом, а ведь и вся история треугольника построена на подобных совпадениях. Почему все совпадает? Большинство инцидентов, связанных с Бермудским треугольником, происходили в разное время, с разными типами транспорта и при разных условиях. Однако, благодаря подаче в СМИ и книгах создается ощущение четкой закономерности. В действительности эти происшествия объединяет только одно — географическое расположение. Но именно это совпадение дало рождение образу таинственной зоны. Писатели и журналисты, начиная с Винсента Гэддиса, отбирали только те истории, которые укладывались в нужный нарратив. Все случаи, которые успешно завершились посадкой или спасением, просто не упоминались. Срабатывал классический эффект подтверждения. Люди замечали только то, что соответствовало мистической картине. Дополнительную роль сыграло название. Бермудский треугольник звучит мощно как марка. Его форма на карте и символизм трех точек придавали мифу геометрическую завершенность. Даже если события происходили далеко за пределами треугольника, они все равно попадали в обойму истории. Так иллюзия повторяемости подкреплялась не фактами, а подбором информации. Однако ученые решили проверить это на практике. Что думает наука Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, NOAA, а также военно-морской флот и многочисленные ученые провели детальные исследования района. Их общий вывод: нет никаких признаков, что в районе между Флоридой, Бермудой и Пуэрто-Рико происходят аномальные явления, нарушающие физику или технику. Исследования включали анализ погодных условий, движение течений, магнитных аномалий, а также частоту инцидентов. Все указывает на то, что этот район — обычная часть Атлантики с высокой активностью морского и воздушного транспорта. А потому вероятность происшествий здесь пропорциональна нагрузке. Дополнительно было опровергнуто множество слухов. Например, что здесь невозможно использовать компасы. Ученые отмечают, что магнитные отклонения действительно существуют, но они невелики и хорошо изучены. Современные навигационные системы учитывают эти особенности. Таким образом, с научной точки зрения, Бермудский треугольник — это не зона риска, а зона слухов. Тем не менее, люди продолжают верить в загадку. Почему? Миф, в который хочется верить. Несмотря на десятки официальных опровержений, Бермудский треугольник остается одной из самых известных мистических тем 20 века. Почему? Ответ кроется в человеческой психологии. Мы склонны искать смысл в случайностях, особенно если за ними стоит опасность и неизвестность. Миф об исчезающих кораблях и самолетах дает яркий, драматичный нарратив, который легко запоминается и вызывает эмоции. Медиа усилили этот эффект. Книги, документальные фильмы, телешоу — все подавали информацию в формате необъяснимой тайны, часто игнорируя скучные, но реальные объяснения. Так создавался устойчивый образ треугольника как места, где законы физики не работают. Для многих зрителей это стало частью культурного опыта. Треугольник начал жить собственной жизнью, независимо от правды. Даже отсутствие новых инцидентов в последние десятилетия не ослабило интерес. Наоборот, загадка, не имеющая ответа, вызывает еще большее воображение. И вот в этом настоящая сила мифа. Не в исчезновениях, а в том, как случайности становятся легендой, если в них хочется верить.